что вы можете подойти к человеку и сказать: «И привет, как дела? Чем ты занимаешься? Как у тебя дела?» и так далее. То есть чем ты занимаешься? In a lot of instances, you know, we always communicate with others and we say, hey, what is it that you do? И очень часто, когда мы с другими людьми общаемся, мы очень часто, то есть, произносим вопросы такой, то есть: слушай, а чем ты занимаешься, что ты делаешь, где ты работаешь, то есть вот задаем такой вопрос. And prior to these cards, when someone says, oh, well, I'm a manager of a large distribution center, you would have thought, oh, he's just a manager of a large distribution center. И до обучения по этим карточкам, если бы кто-то вам ответил: ну, я менеджер большого центра продаж или большого центра распределения дистрибуции, и вы бы подумали: ну, ага, этот человек просто менеджер центра продаж. I'm a manager, and you could say, oh, great, you know, how long have you been doing that? And they'll tell you how many years they've been there. Но у нас есть наши карточки, да, и если, например, продолжить, держа их во внимании, разговор и задать вопрос: а сколько ты менеджер, отлично, а сколько ты уже работаешь менеджером, и он вам расскажет, или она, сколько они занимаются этим уже времени, лет. And you would have thought, oh, okay, so if the guy said, I've been there for 10 years, your next question would be, you've been there so long, have you been, you know, advancing in ranks, or is it just a job that you're, you know, kind of stuck with? И, возможно, если бы без карточек, вы бы, I'm sorry? Promotions. Have you been getting promotions? Do you seek promotions? Да, и, возможно, вы бы задали такой вопрос: ты все это время, то есть, был на позиции менеджера, ты как-то поднимался по статусу, то есть поднимался по карьерной лестнице, искал ли какие-то промоушены для себя, да, продвижение по карьерной лестнице, или так и сидел на этой позиции? And now, you know, so if they say, well, I've been doing it for the promotions, I really like to get promoted. Но сейчас, если вдруг ответ звучит: я это делал для карьеры, я очень люблю продвижение по карьерной лестнице. You've got a pretty clear understanding, don't you, of what the first two colors of their personality could possibly be. Red, blue, blue, red. Соответственно, когда вы слышите такой вопрос, то у вас это уже ответ, прошу прощения, то этот ответ служит вам подсказкой. Соответственно, два цвета: красный или синий, синий или красный. Это два первых цвета его типа личности. So, conversation with people. You do the bridging. Remember, we had a training on bridging, qualifying, explaining, and then closing. They didn't probably, but that's okay. I'm sorry? We'll cover that today. И до наших тренингов, когда вы вели даже простой совершенно разговор, да, вы задавали вопросы, и они вам ничего, никакой полезной информации не несли. Но сейчас они помогут вам сделать тот самый этот bridging, то есть навести мосты, преодолеть преграды, то есть установить такой некий первый контакт, да, понять первую информацию. И по поводу преодоления проблем, преград мы поговорим еще как раз сегодня по поводу презентации, завершения сделки также. Sorry. Because in sales, right? The first thing that you do is you bridge. You always bridge your prospect. You make casual conversation. Потому что в продажах в любом случае вначале нужно как бы завести разговор, установить контакт.
то есть от слова bridge, мост, да, то есть как бы наладить мост, установить контакт. You bridge them, make casual conversation. Hi, how are you? What do you do? You know, what are your hobbies? How long have you done these things? То есть вы говорите: привет, как дела, чем ты занимаешься, каковы твои хобби и так далее, и так далее. So that's bridging. And then you move into qualifying. How long have you had your job? What are your hobbies? Затем вот с этапа наведения мостов, преодоления вот этих проблем, с налаживания первого контакта вы двигаетесь на второй этап, этап оценки, да, то есть задаете вопросы, например, а что у тебя за работа, как долго ты работаешь, на какой позиции? In your qualifying, you'll ask them, you know, several type of questions like that. What are your hobbies? What do you do? Во время оценки вы задаете как раз им вопросы такие, что ты любишь делать, делаешь и то, что тебе нравится, а если бы у тебя был шанс заняться чем-то, то чем бы ты занялся, например? Then you would bridge, qualify, then you would explain, because they would tell you about themselves, and then most of the time they'll say, well, what do you do? And done correctly, explain a little bit. И, скорее всего, после того, вот именно оценки, они могут, скорее всего, зададут вопрос вам, после того, как вам ответят, да, чем же занимаешься ты. And you'll explain to them that you work with a company that's got some of the most brilliant minds in the computer world. They've got some technology that you offer others that brings convenience and enjoyment. И вы, например, можете сказать, что вы работаете в высокотехнологичной компании, предоставляет различные услуги и сервисы, удобные сервисы другим людям, также с возможностью заработка на этом. Then you go in for the close. The close would be, would you like to see a demonstration, or would you like to talk to my friend that's the expert in this field, with this company? Затем идет close или закрытие, да, то есть когда мы непосредственно уже говорим, хочешь посмотреть демонстрацию, хочешь презентацию, или давай я тебя соединю по телефону с меня, там, мой знакомый и так далее, и так далее. То есть вот это непосредственно закрытие. So you've bridged them. Hi, how you doing? You've qualified them. What is it that you like to do? What is your job? What are your hobbies? You've explained to them a little bit about what your company is, and then you've put a close together that says, would you like to do a three-way phone call with me, or have a live demonstration, or, meet my expert? И, соответственно, вот они три простых этапа, которые должны проходить всегда. Первое – это налаживание контакта первичного, вот это bridging, да. После того вы оцениваете их, после оценки идет уже непосредственно закрытие. Ну что, могу показать, как это работает, или хочешь, мы позвоним, тут поговорим с экспертом по этому делу и так далее, и так далее. So that's where I sit back now and I say, all right, you've done that in the past. You've bridged and qualified and explained, and you've had to just work your way through the conversation to try and make a successful presentation. И я знаю, что вы уже занимались этим, то есть в любом случае вы налаживали контакт, делали небольшую оценку, даже подсознательно, да, и пытались закрыть, так скажем, разговор, но я уверен, что вам было очень тяжело это сделать, и вам приходилось так пробиваться сквозь терни, так скажем, вот этого именно для того, чтобы именно провести хорошую презентацию, презентовать хорошо компанию и продукт. And if you've been lucky, you will have had a script, something written down that would give you 3 or 4 specific lines to say to everybody that were the same lines that you said to everybody at the same time.
И если вы были особо удачными, то, может быть, у вас даже было 3-4 скрипта, да, какие-то разу говорили всем подряд. Возможно, было и так. То есть они вам, возможно, где-то они работали даже с кем-то, кому-то, вернее, вам помогали скрывать сделки. Now, for those of you that have done that, right, that probably have, notebooks full of lines like that, what do you, oh, I made my camera do weird things. Here, hold on. Секундочку, у Уилла иногда камера... It had all of those lines, you realize that you spent so much time talking to so many people with those same few things with very limited success, didn't you? Но те из вас, у кого были какие-то подготовленные небольшие скрипты, и вы пробовали их использовать именно с людьми, я думаю, вы заметили, что как много нужно, с каким огромным количеством людей надо поговорить, чтобы иногда все-таки скрипты, которые вам помогали, потому что они были одинаковые практически для любой ситуации. So since you've started to go through our training, do you now see how that you can classify people within just seconds of an opening general conversation? И сейчас, я думаю, вы все заметили, начав обучение по карточкам, как можно определить основной доминантный цвет человека буквально просто-напросто такого разговора. See, that's what I do with intent. I mean, on purpose. I will say, hello, how are you? Tell me a little bit about yourself in these environments so that I can immediately start to classify these people and start putting cards in order while I'm talking to you. So when it's my turn to explain, I know how to explain what I'm doing effectively. И вы знаете, я делаю это неспроста, я делаю это преднамеренно, потому что я подхожу к человеку, говорю: привет, как дела, как тебя зовут, чем ты занимаешься и так далее. То есть задаю вопросы, начинаю разговор, и я вижу, когда во время разговора человек мне начинает отвечать, я в уме как бы уже перебираю вот эти карточки, чтобы знать примерно тот порядок, да, то есть как говорить с человеком, чтобы он услышал, какой подход нужен именно ему в данной ситуации. So that's the whole point to this. This training is to make you effective. Your first 5 minutes, you've met a brand new prospect. И весь смысл нашего тренинга, всех наших обучений как раз в этом и заключается, чтобы вы повысили свою эффективность в несколько десятков раз, когда вы встречаете совершенно нового человека, видите перед собой впервые в жизни, чтобы даже буквально в течение 5 минут вы могли сориентироваться и очень эффективно сработать. Have you started to see these differences? Give me a little plus sign if you've started to notice that you can listen to others. Те, кто уже карточки посмотрел и поизучал и знает, вы начали уже видеть различные категории людей даже во время общения. Получается у вас, у тех, кто уже начинает, да, что-то, так скажем, соображать, ставьте плюсики, да, нет, еще, not yet, yes, they say. Поставьте плюсики, да, те, кто... Но иногда очень видно, прямо от себя добавлю. Some of them are starting to... Да, кто-то больше, кто-то меньше, да. Now, this is the part that's the most important, is that now you're starting to recognize, okay, hey, check this out. I just got done talking to that guy, and he said he's a manager of such and such. Now I know that he understands process. He is a dot to dot. He is a connector. The managers are the people in their mind. They have to see things through from start to finish.
к нашему разговору с менеджером, да, человек говорит, я менеджер такой-то, такой-то компании, работаю столько-то, там-то, там-то, и, скорее всего, да, в нем присутствует очень много синего. Почему? Потому что синие видят структуру, видят процесс, последовательность, то есть именно по характеру, по складу ума они должны как бы видеть сразу сначала насквозь и вот эти вот точки соединять, точка А, точка Б, то есть они менеджеры, управленцы, да, чтобы все срасталось, все сходило, то есть вот это вот, так скажем. Because people are significantly different. If you meet someone and you say, what is it that you do? The gentleman or the lady might say, you know, I work in a form of legal aid. I work in the legal profession where I prepare documents. Например, то есть люди, как вы сами понимаете, могут быть кардинально разными, да, и если вы, например, встречаете человека, который работает в юридической сфере, вы задаете вопросы, например, слушай, и вам отвечают, я работаю в юридической фирме и занимаюсь там подготовкой документов, например. See, then you could ask them, why is it that you do that job? I mean, is it something that you just love doing, or is it something that, you just kind of naturally fell into? What led you to be in the legal field? Затем можно задать, например, вопрос, почему тебе нравится вот именно, прошу прощения, юриспруденция, почему, что тебя привело в эту сферу, то есть почему тебе нравится, да, и та ли это сфера, в которой ты, например, хочешь и хотел всегда работать. Now, do we have enough information yet to decide what color they are? Есть у нас на данный момент, вот если пока достаточно информации, чтобы решить, какой какого они цвета. I'd be saying, Yes. see, we know they're in the legal field, but we don't know anything else about them. Why did you do it? What part of the legal field are you in? Да, мы знаем, что они в сфере юриспруденции, в сфере законодательства работают, но что конкретно, да, мы не знаем пока. Нету конкретных подсказок. Then they say, I'm in family law, and I specialize in child custody battles. I specialize in making sure that the children are taken care of. Где именно идешь? Отвечает, я занимаюсь родительским, то есть занимаюсь гражданским правом в плане семейным правом, да, и работаю именно в сфере, занимаюсь делами по тому, с кем останутся дети, например, в случае развода, или, то есть занимаюсь, забочусь о том, чтобы была забота о детях, вот так вот скажем. I have my cards put in order as to exactly what I would think that person is. See, that person is doing the legal field because they care about children and they care about people. They're a very concerned person, and then they take their desire for knowledge and they apply all the knowledge that they have to do the best that they can for those kids. They follow a process to make sure that it goes through, because if in the legal field, if something's not signed correctly, it could all go with that. That's a lot for you to say. И если разбирать код, да, код это вот совокупность карточек, то, скорее всего, начнется с желтой. То есть этот человек, он заботится о детях, его волнует как раз забота о детях, и, скорее всего, вот этот цвет будет первым, да, именно. Затем, скорее всего, пойдет знание, потому что он или она будет применять эти знания для того, чтобы, то есть всю глубину, как они, нелегальных, юриспруденческих вещей, да. Нет, не прокурор, я думаю, все-таки.
зеленый идет. Затем, скорее всего, будет синий, потому что если с точки зрения, ну, фиолетовый, с точки зрения законодательной, если что-то, какая-то бумажка подписана не так, то все может полететь в тартарары, да, то есть здесь нужна четкость, последовательность. После знания и конкретность, пошаговость и так далее берут, они уже добивают это, так скажем, действием, да, воплощением этого в жизнь. То есть, скорее всего, код будет вот такой вот: желтый, зеленый, фиолетовый и красный. Now, I know you guys might think, man, he sure spends a lot of time trying to figure out what people are. Yeah, But don't you think that's the most important? Yeah, I think that's a joke. It could be a joke, but even so, they still, prosecutors, right? Ultimately, their intent is to carry out the law to its extent, right? To protect people. Я перевел шуточку по поводу прокурора, но он говорит, ну даже по поводу, если прокурора, то в любом случае как бы закон должен работать на людей, и скорее всего вот этот цвет будет, да. Еще, возможно, Уилл сказал, многие думают, что, ох, как много, наверное, времени, Уилл, тратишь на то, чтобы определить, какого цвета человек, и действительно ли это самое важное и самое нужное. Go ahead, I translated yours. So what I'm trying to do is I'm trying to point stuff out to you guys. The importance of the first 5 minutes of your conversation is going to let you know how to sell. Period. Единственное, что я пытаюсь до всех до вас донести, что первые 5 минут разговора подскажут вам, как проводить продажу. Точка. То есть вот в этом весь смысл заключается. And that's where we go with our cards. These cards completely direct us down the correct road that we need to go in. И потому что эти карточки, это, знаете, как такие знаки, которые направляют нас, куда нам двигаться, в какую сторону идти. What's that big question in the chat box? We need to train our skill of implying our cards, or we should try to learn to differentiate the qualities and to see the differences of people as well, and as for even taking into consideration the non-verbal gestures and all other stuff. This is very interesting. Sign language for the deaf. Someone could do sign language for the deaf. Да, то же самое, например, даже когда с глухими, да, работаем. Okay, so they're talking about, I'm not trying to go off on track on prosecutors and the legal system. What I was trying to do is point out quickly how even when a person would look one way to you, you'll think that maybe a prosecutor or a lawyer is all green, right? You might think, oh my God, they are so full of knowledge. There's nothing that they could possibly be but green. But in reality, the driving force behind that person is nurture. They help, volunteer. There was not in our case, there was a joke. I would say so. For Russians and Ukrainians, prosecutors, I wouldn't say that they test. Okay. I wouldn't say. Но в любом случае, да, я говорю, что да, в России и в Украине-то, наверное, прокурор у нас не супер желтые и не сильно их мотивирует забота, но все-таки Уилл говорит о том, что в любом случае не нужно рассматривать человека вот как-то целенаправленно, чтобы всех ставить под одну гребенку, потому что можно подумать, что все юристы, все адвокаты, там все прокуроры те же самые, все они зеленые, да, у них голова полна знаний и фактов, но не обязательно. So what I'm trying to say is this, you guys, when you meet someone and you're in a small environment where you know that it's a business arrangement, you know, they're going to ask you, what do you do? I'll ask them, what do they do? My point to this whole thing is the instant they tell you what they do, you've got a 1 in 4 chance to figure out what they do. I'm a firefighter. I'm a police officer. I'm a carpenter. I'm a plumber. I'm an office manager. I'm a secretary.
То есть самое главное, да, это вот эти первые 5 минут разговора, потому что, да, на самом деле как бы варианты есть, но основных-то всего 4, да, ответы могут быть разные. Я там сантехник, я юрист, я секретарь, я пожарный, я офицер полиции и так далее, и так далее. Here's another example, right? We all go and we eat food. And how many times have you been to a restaurant where you've met a server, male or female, that's been so outgoing and pleasant, you're thinking, oh my gosh, that person would be so awesome in my business. И в любом случае, да, мы все с вами едим, общаемся и так далее, и так далее. И сколько раз вы были, например, в ресторане, когда вы сидели за столиком, а официант был настолько, так скажем, шустрый, умный и... What are the qualities? Hey, well, what are the other qualities of the servant? So the waiter, you mean, right? The waiter, or the waitress. You know, the ones that bring you the food that you'd be like, oh my God, they're so outgoing and they would be such a good salesperson. I want those people in my business. Да, то есть сколько раз было, что официант или официантка, например, которые подавали вам еду, вы про них думали, о, как здорово, какой общительный человек, какой он или она классный. Да, было бы здорово, если бы он или она также работали со мной в команде в бизнесе. Well, you've got a 1 in 4 chance of talking to that person, don't you? Соответственно, есть 4 варианта, да, как начать разговор с этим человеком. How do you prospect that person? Do you think somebody else has probably prospected that same person to be in their business? То есть как бы вы обратились к этому человеку, да, насколько вы рассматриваете его в своем бизнесе и был бы ли он тоже рассмотрен или она кем-то другим для работы в другом бизнесе? Of course they have. You know, they probably get, you know, I'll call it attacked every day. I mean, somebody's probably constantly taking their business card out and going, hey, you need to call me, you know, have I got something for you? Да, потому что, возможно, очень часто, я бы сказал, что такие действительно хорошие там официанты, официантки, к ним их буквально, Уилл говорит, атакуют иногда, всовывая визитки и говорит, слушай-ка, вот у меня, смотри, что есть классное, у меня есть уже место и работа для тебя, позвони мне и так далее. But it's not our culture, by the way. Right. In the American culture, it's very prevalent to meet somebody and hand them their card and say, hey, you need to call me. This is a really amazing opportunity I've got for you, and you're going to be rich. Я говорю, да, это немножко не в нашей культуре, да, официантов подписывать, вообще приглашать куда-то, всовывая визитки. Уилл говорит, ну да, это у американцев принято, в принципе, кому-то подходить и часто и незнакомым этим всовывать визитку и говорить, слушай, позвони мне, у нас тут все будет классно, я тебя сделаю богатым, тут, знаешь, такие возможности и так далее. It doesn't work. You have got to bridge people, qualify them, explain them, and then close them and let them feel value, that they have value, that they matter. Но неправильно просто, не зря Уилл красный показывал, да, подходить и действовать, давить на человека, всовывая ему визитку. Необходимо как бы наладить контакт, определить, что же за тип человека перед вами, и затем говорить с ним на его языке. So let's qualify our waitress. Let's say it's a girl. Let's qualify her a little bit now. Let's find some more stuff out. Давайте немножечко попробуем поговорить, скажем, это официантка, да, давайте попробуем что-нибудь выяснить для оценки типа личности у нее. I would say to her, so how long have you been, you know, waiting tables? What is it that you like to, is this what you really like to do? Например, я бы спросила, как долго ты уже работаешь официанткой, тебе нравится? То есть действительно ли это та профессия, которая тебе нравится? Now, believe it or not, there are people that like waiting tables. There's a restaurant by my house that the same 5 guys work in it. It's a Mexican restaurant.
They've been there for over 20 years, and they just serve tables. Поверьте, верите вы или нет, некоторые люди просто любят обслуживать действительно столики, они любят именно эту профессию официанта или официантки, потому что Уилл говорит, есть мексиканский ресторан недалеко от его дома, и там работают мексиканцы, да, уже 20 лет работают одни и те же 5 человек. Probably it's their family business, no? No, not their family business, they just like it. Я говорю, может быть, это семейный бизнес? Он говорит, нет, не семейный бизнес, просто им нравится. See, in life, when you know what enough is, if this is enough, this is extra. But when you know what enough is, and you're happy with that little, with whatever that amount is in your life, that's what matters the most, and that's when things are the most peaceful. Да, потому что you are speaking about the zone of comfort, right? The zone of comfort for the guy that's, yes, waiting tables. Да, Уилл говорит по поводу зоны комфорта, да, когда человек как бы успокаивается, он понимает, что такое достаточно, что такое хватит ему, чтобы выжить, да, вот это достаточно. То есть все, что больше, он рассматривает как экстра, как больше, да. So we can put an unrealistic expectation on people instantly thinking, oh my God, that guy needs to be in my business because he's going to kill it. Иногда, да, кажется нам, что мы смотрим на человека, слушай, когда вот этот парень должен быть у меня в команде, потому что, ну, он всех сделает. How do I know that's unrealistic? Because I asked him, wow, how long have you been a server? 20 years. И как я понял, почему, например, то, что предыдущая мысль, это нереалистично, это невоплотимо в жизнь по поводу того, что он придет и всех порвет, да, сделает бизнес. А как я это определил, что невозможно, нет смысла? Почему? Потому что когда я задал ему вопрос, сколько ты уже работаешь официантом, он сказал 20 лет. So that's the process of qualifying. Hey, Mr. Server, you know, you're doing such an amazing job serving this meal. Seems like you're always here. How long have you been doing it? 20 years. Wow, you must really enjoy this job. То есть как раз вот эта оценка, да, процесс оценки так и идет. Например, господин официант, вы так здорово обслуживаете столик, так здорово все раскладываете, у вас так профессионально это получается. Давно уже работаешь или, прошу прощения, работаете в бизнесе? Он говорит, 20 лет. Можно сказать, говорит, ого, видимо, это как раз та профессия, которая тебе нравится больше всего. Now, this next question, it's the big money question. Следующий вопрос, он может звучать именно как такой большой вопрос о деньгах. Any ideas what I'm going to ask him next? У кого-то может быть идея, какой будет следующий вопрос задан официанту? Mind you, he just told me that he's had this job for 20 years. I've got a question that I'm going to ask him that's going to lead me down a road to figure out, does this guy want to be in my business or not? Помните, да, что он только что мне сказал, что он работает официантом 20 лет, и как раз я собираюсь задать тот вопрос, который послужит мне этим дорожным знаком, куда двигаться, куда идти дальше, чтобы определить, будет ли этот парень в бизнесе или нет. Yeah, we started with the girl, then you jumped onto the guy. Male or female, right? Male or female doesn't matter, right? My server's done that job for 20 years. So my next question to that person is going to be, that's amazing. Have you ever done any other jobs? Is there anything else that you would like to do? Мой вопрос будет, я говорю, не начали с девушки, перескочили на парня и так далее, официанта. Он говорит, неважно, когда звучит ответ, что 20 лет работает официантом или официанткой, мой следующий вопрос будет, а ты как еще где-то работал или работала, у тебя был какой-то опыт работы в другой сфере или не хотел бы ты себя попробовать где-либо еще? See, I know these men servers very well. And they like their job because it gives them the exact amount of time a day to do the things that they want to do. It lets them run their family life the way they want to run it. It's enough.
they don't even want anything else extra in their life. Their life is so for them, they're happy. Например, что касается этих мексиканцев, то я знаю прекрасно их, и то, чем они занимаются, позволяет им тратить столько времени, сколько они хотят на те вещи, которые они хотят, жить с семьями и так далее, и так далее. То есть у них в жизни уже все устроено, идет по накатанной. То, что они даже не хотят больше ничего, не хотят ничего больше, да, не хотят экстра чего-то. Now this guy I'm talking about, he is red, he's action, he's success, he's driven, looks good, he loves people, he's yellow, he's nurturing, he cares for the people that he brings his meals to, and he remembers your stories, and he remembers your children from their little bitty to great big, and he knows their names, and he remembers their birthdays because you've come in for birthdays, but the guy doesn't want to be in your business. Но, например, тот человек, о котором я сейчас рассказываю, я знаю прекрасно, что он такой весь деловой, да, то есть на действии построен, он любит побеждать, весь такой как бы, движовый, что ли, да. Знаю прекрасно, что затем идет у него желтый цвет, потому что он заботится о своих клиентах, он всегда пытается сделать что-то хорошее, плюс он помнит дни рождения всех детей, знает все о семье и так далее, помнит их от мала до велика, но, несмотря, да, я знаю все полностью, но я знаю также, что он не хочет быть частью моего бизнеса. Now, that's that guy. But the other guy that came to your table that was just as eager and exciting, you look at him and say, hey, what is it that you like to do? And the guy just says, man, I love this job because I love the people, but I wish that I could come up with something that could pay me a lot more money. Но если рассмотреть ту ситуацию, которая подсказывает, что человек хочет, да, он говорит, здорово, да, я, конечно, люблю тут работать, но было бы неплохо поработать где-нибудь, где бы я смог подзаработать еще, где бы я смог зарабатывать большие деньги. That conversation comes up because you look at him and say, man, you're doing a really good job here, but let me ask you something, if you don't mind, it's a little personal, but are you making all the money you need to make working here? То есть можно сказать, например, человеку, да, слушай-ка, ты так классно выполняешь свою работу, но позволь мне, пожалуйста, задать тебе вопрос, извини, если он немножко личный и так далее, то ты все ли деньги зарабатываешь, которые хотел бы? Tell Anna, yeah, he would be red. И да, он был бы красный. Уилл просто читает из чата с переводчиком, поэтому... So with that, there's ways to, we ask them, what do they do? We ask them, do you like what you're doing? How long have you been doing what you're doing? And why is it that you're doing what you're doing? How long? Why is it that you're there? What drives you to do that? And do you desire to do anything else? То есть мы какие вопросы можем такие тоже задавать? Где ты работаешь, сколько ты работаешь, почему ты там, что мотивирует тебя работать именно там? Не хотел бы поработать где-нибудь еще? So by asking those questions, those are the fundamental, I'm going to call them the network marketing musts, but not everybody teaches that. И задавая эти вопросы, их нужно задавать, потому что я бы назвал их такими, знаете, столпами MLM бизнеса, общения в MLM бизнесе, то есть такими вопросами, которые каждый просто обязан задавать, но не все обучают на самом деле работать именно так. Hold on a second. So we ask those questions here. We learn these questions here. We learn how to probe into people, and we do it in a way that they're like, oh, this is just someone making casual conversation with me. And in reality, we are doing forensics. We are digging deep to find our hole in the armor, so to speak. Но во время простого такого разговора, да, совершенно, человек может думать, это просто разговор какой-то,
как говорится, ни к чему не обязывающий. Что же мы с вами делаем в этот момент? Мы пытаемся копнуть поглубже, да, ведя простой разговор, заглянуть внутрь и найти, так скажем, брешь в обороне. So that's what we wanted to do. That's the whole purpose of these cards. That's the whole purpose of what we're doing here, is so I can teach you how to be fluid in your conversation with people so that you can even recognize people. Because prior to these cards, you guys all knew that everyone was a little bit different, right? But you didn't know how different, and you didn't know how to communicate to them. Потому что, ребята, на самом деле, вот весь смысл именно в этом заключается, да, в этих первых 5 минутах разговора, и для того, чтобы вы понимали, что за тип личности, что за человек перед вами, потому что даже до этого тренинга, до обучения вы прекрасно понимали, что люди разные, да, что они думают по-разному, но вы не могли как бы определить, как, чем они разные, и, соответственно, как с ними общаться. Вот для этого наш тренинг с вами нужен, и я вас научу именно быть очень такими простыми, легкими в общении, именно в этом разговоре, и использовать свои знания. Now, this training is to make you good. It's to teach you. And I did a training just yesterday with our Hungarian friends, and over the weekend I gave them homework to go home and to take these cards and to give their cards to every one of their family members so that they could learn what their family members were. And then let's just have a quick discussion about that. Потому что, например, вчера проводил я тренинг с нашими венгерскими друзьями, и до выходных я им давал задание взять эти карточки и дома потренироваться вместе со своей семьей, да, раздать карты и посмотреть, кто какого цвета, попытаться определить. И вчера у нас буквально состоялось такое небольшое обсуждение. So, you know, a lot of times the waitresses or the waiters in the restaurants, you know, or the bars, you meet someone that's outgoing because that's a job that requires someone that's outgoing. So they're good prospects for us. And a lot of time you'll ask them, why do you have this job? I mean, realistically, they're going to tell you because they're going to school, or it's, you know, they don't have any formal training and it's the best that they could do. Например, почему официанты, официантки, другой обслуживающий персонал достаточно неплохо с точки зрения кандидата в наш бизнес, потому что тот же самый ресторанный бизнес, именно позиция официанта, она требует вот этой открытости, легкости в общении и так далее, и так далее. То есть уже умения, так скажем, страха у людей нет, и можно задать им вопросы, почему ты занимаешься именно этим, почему ты официантом или официантка. И часто вам могут ответить, потому что, ну, чтобы немного заработать, или, например, у меня не было хорошего там образования, это действительно то, что вот чем я могу заработать на жизнь, и так далее, и так далее. So then, when you get that true statement, you can ask these people, so then I can be safe to assume that you're not really making the money that you were hoping and desiring you could, and if I could show you something of interest, would you be willing to take a look at it? И, соответственно, можно затем сказать, что, ну да, я думаю, что ты не зарабатываешь всех денег, которые хотел бы, которые мог бы, и если бы я тебе показал возможность, которая открыта для тебя, ты бы посмотрел или посмотрела, нашла бы, уделила бы время, чтобы ознакомиться с ней. Then you've got them. Now it's time for the opportunity pitch. That's when you just want to let them know, you know, I'm working with a company. I've been with them for quite some time. They're solid. It's a very good place. It's a good opportunity for you. And I want, you know, I'll come alongside of you and help you and train you to let you know that you can succeed. That will take them down the road of being more interested in what you're saying. Если они говорят «да», то, соответственно, перед вами сейчас настает уже время такой вот этой зацепки, да, крючка, так скажем, по поводу возможностей. То есть можно сказать, что я работаю в такой-то компании, такой-то, она надежная, я здесь уже давно, и все здесь здорово, отлично и так далее, и так далее. То есть я помогу тебе здесь преуспеть,
То есть вот непосредственно pitch, вот этот крючок, да? All right. So we've got just a few minutes. Is there any, if you've got a second that you can just type down a question that I can try and answer for you, I'd like to. And while you're doing that, I want to talk about a couple of things. У нас осталось буквально не очень много минут до конца, да, с вами сегодня, поэтому если есть у кого-то какие-то вопросы, пожалуйста, вбивайте их в чат, чтобы я посмотрел и попробовал на них ответить, вернее, ответил, но попробовал успеть на них ответить, а пока в это время я, соответственно, попробую поговорить о чем-то другом. Yeah, there are some newbies here. Good. Те, кто впервые, Владимир, да, они есть, I'll explain, I'll save time. Вот эти все карточки и так далее, они есть в бэк-офисе в разделе «Маркетинговые материалы». Если нет, как говорится, пинайте спонсоров. Спонсор не знает, пинайте вышестоящих. Поэтому все там, да, соответственно, есть эти карточки. И как использовать, написано вот на этой, да, на светло-синей. Тут написано, я еще не добрался совсем, чтобы подправить, но работать будем, да, и конкретно описывать, обговаривать эти карты тоже. Okay, I explained where to get, how to process and the stuff. And tell the new people that, if they're brand new, that they need to get their folks on these trainings right away, and that you have all the recordings that I've done in Russian, that they should look at the recordings to learn as much as they can, and that you can provide those to them. Да, я по чатам попробую, я думаю, что получится, да, это я от себя сейчас говорю. Сегодня вот мне Уилл прислал письмо буквально незадолго до начала тренинга с уже записанными, там Ольга, Елена Палькова переводила, где-то я есть, то есть записи с Уиллом конкретно о каждом из цветов есть, то есть все уже есть записи, постараемся эти все записи в виде ссылок по чатам распространить, чтобы вы посмотрели и уже, так скажем, были в теме, да? Да, маркетинговых материалов. Маркетинговые материалы, ребят, маркетинговые. There was a question, how should we build a presentation, how should we provide a presentation if there are different people of different colors in the audience? I think that your system is not for the audience speaking, right? No, my system is for everyone. My system is for absolutely everyone. I mean, but what about the audience? If there are greens, blues, reds, and... There always will be. If you have an audience and you've got 50 people in there, the 50 people are going to be made up of all of this, right? So what you have to do as a presenter is when you present facts that go like this, you need to look at the crowd. You need to look at, who's lit up. Then you need to talk about how it's an amazing environment for everybody as a team. And you look through your crowd and you look to see who's there. These people speak for themselves. They've got a tablet in their lap. They're taking notes. They've got a pocket recorder out. They're paying very close attention. And these people, the greens, most of the time they're sitting there like this. Что касается работы с аудиторией, just a second. Что касается работы с аудиторией, говорит Уилл, эту систему тоже можно применять. Я тут спрашивал, насколько это индивидуальные. Он говорит, когда говорите по аудитории, вы говорите какие-то факты, как здесь классно, про возможности там и деньги, смотрите, кто реагирует, да, потому что, скорее всего, это будут красные. Затем можете говорить по поводу команды, командного духа, работы вместе, помощи друг другу и так далее, и так далее. Кто будет реагировать на это? Синие, скорее всего, проще всего узнать, потому что они будут сидеть наверняка уже с каким-то ручкой, блокнотом записывать что-то или записывать на аудио, на диктофон и так далее, да? А зеленый Уилл показывает, зеленый узнает, потому что они всего скорее будут сидеть вот так вот. So I know a lot of folks are starting to get ready to leave. I have a meeting with the America team,
anyone on here that speaks English is welcome to go to that meeting and listen. Here's where it is. Смотрю тоже. И народ начинает уходить, и Уилл говорит, мне пора на встречу с американской командой. Все, кто говорит по-английски, пожалуйста, заходите на сайт iowaweglobal.com. Да, там будет проходить встреча. Fantastic. Please keep bringing your new people here so that we can see our sales grow. When we know how to communicate, we'll be able to make our sales grow. If you don't know how to talk to people, you're wasting your time. Да, ребят, спасибо большое за то, что пришли сегодня. Все супер. И, пожалуйста, рассказывайте своим новичкам, рассказывайте своим структурам, командам, спонсорам, всем,